Дорогие друзья, приветствую вас на канале Food Court. Приветствую своих подписчиков, постоянных зрителей, ну и не подписчиков тоже приветствую. Сегодня я к вам с новым колбасным рецептом. Когда вы досмотрите это видео до конца, я точно знаю, что вы подпишетесь на мой канал. Итак, колбаска полтавская, варено-копченая. Аутентичный рецепт этой колбаски я взял в сборнике «Мясо и мясокопчености» Абрама Григорьевича Конникова, который впервые был издан в 1938 году. И как бы называют это первым советским ГОСТом. В этом видео я вам покажу процессы, которые я применял для того, чтобы приготовить эту удивительную колбаску. Я прожил в Полтаве более 30 лет. Это мой любимый город. И действительно этот рецепт является гордостью полтавщины. Именно эта колбаса, варено-копченая, полтавская, по аутентичному рецепту является одним из моих любимых рецептов среди варено-копченых колбас. Это действительно достойный продукт, который можно приготовить дома своими руками. Итак, давайте приступим. Так, это у нас колбаска полтавская, варено-копченая. Значит, здесь 30% говядина, 30% свинина нежирная. Вот такая вот, да. И здесь 40% веса это грудина. Значит, мясо было предварительно по соли 72 часа. Соль 2% от веса мяса, пополам нитрит на 0,6% и обычная поваренная соль и сахар из расчета 1 грамм на килограмм. После предварительного посола, да, вот здесь мы будем использовать смесь специй. Значит, здесь у нас черный молотый перец 0,6 грамм на килограмм, значит, перец душистый молотый 0,6 грамм на килограмм, аскорбат и 0,5 грамм на 1 килограмм и фосфат 2,5 грамма на килограмм. Значит, вот такой стандартный рецепт для этой колбасы. Говядину будем перекручивать на решетке 5 мм, потом подмораживать и через решетку 3 мм. Значит, свинину мы будем на решетке 8-10 мм крупный помол. Значит, а это будем перекручивать на решетке 5 мм, потом еще раз 3 мм. Я хочу получить фракцию жира более мелкую. Вот все, что у нас есть для подготовки к этой колбасе. Плюс я буду добавлять воду из расчета 10% на вес этого мяса. Здесь у меня всего 4,5 килограмма сырья. Так, пропускаю говядину через решетку диаметром отверстия 5 мм. Так, затем я перекручиваю через решетку диаметром отверстия 5 мм. Жирное сырье – это свиная грудина. Так, ну и через решетку с отверстием 10 мм я перекручиваю нежирную свинину, это у меня лопатка. Вот такая крупная фракция у меня получилась в диаметре 10 мм. Это нежирная свинина, и это позволит мне получить такой интересный рисунок. Так, теперь фарш говядины я упаковал в зип-пакет и отправлю в морозилку часа на 1,5-2, чтобы его подморозить. Затем я его разрежу на полоски, вот такие длинные, и перекручу на мясорубке с решеткой диаметром отверстия 3 мм. Вот прошло пару часов, фарш говядины хорошо подморозился. Вот теперь я его вскрою, нарежу на полоски, такие, чтобы они у меня проходили в приемник мясорубки, и
буду прокручивать второй раз. Так, теперь на решетке с диаметром отверстия 3 мм я прокручу подмороженную говядину. Такая мелкая фракция позволит мне создать каркас. Именно в этом каркасе я буду вымешивать свинину нежирную и жирное сырье. Свиную грудинку, которая перекручена у меня на более крупную фракцию на решетке с диаметром отверстия 5 мм. Думаю, что рисунок получится красивый. Итак, друзья, следующий этап — это составление фарша. Я беру говядину, перекрученную дважды, фракция мелкая, и вмешиваю туда жирное сырье, то есть свинина, которая имеет более крупную фракцию. Очень важный принцип на этом этапе соблюдения температурного режима. Температура фарша не должна превышать 4-6 градусов. Это идеальная температура для того, чтобы впоследствии избежать бульонного отека. Вот таким образом я смешиваю говядину, нежирное сырье, с жирным сырьем, грудинкой. Затем я вношу более крупную фракцию, это свиная лопатка. И продолжаю тщательно вымешивать фарш до однородного состояния. На этом этапе я вношу специи. Перечень специй я укажу в описании под этим видео. Конечно, плюс к аутентичному рецепту из сборника Конникова в современных условиях я добавил фосфат. Пищевой фосфат для удержания влаги из расчета 2,5 грамма на 1 килограмм фарша. И я добавил полграмма на килограмм антиокислитель жира, аскорбат натрия. Вот эти вот современные технологии позволяют получить колбасу идеального качества. Специи я вношу частями, чтобы они максимально равномерно распределились в фарше. И продолжаю тщательно вымешивать фарш, выбивая так называемые белые нити. Это мясной белок, для того, чтобы сформировать плотную структуру колбасы. Ручное вымешивание фарша — процесс, конечно, творческий, но обязательным принципом является контроль температуры фарша. Вымешивание фарша длится минимум 15-20 минут, поэтому фарш в процессе вымешивания нагревается. И если у вас температура превысила 6-8 градусов, его можно поставить в морозильную камеру и подморозить. Идеальная температура является в пределах 4-6 градусов. На следующем этапе после внесения специй я буду вносить ледяную воду. Воды в этой рецептуре 10% на килограмм фарша, то есть это 100 мл на 1 килограмм. Для внесения воды я использую ледяную воду, для того, чтобы при вымешивании в планетарном миксере, который я буду использовать, это обычный домашний тестомес, вот такая вот насадка, чтобы фарш нагревался минимально. Поэтому воду я подморозил, внес, и сейчас на небольших оборотах я буду вымешивать фарш в течение 5-7 минут. Этого будет достаточно для того, чтобы разбить лед, вмешать воду в фарш и получить такую однородную консистенцию, монолитную, для того, чтобы структура колбасы была плотной. Вот, посмотрите, друзья, пожалуйста, до какой консистенции можно вымесить фарш, используя обычный бытовой тестомес. Эту процедуру можно сделать и руками,
Но на это уйдет достаточно много времени и усилий. Еще раз, обязательный замер температуры. Температурные режимы при приготовлении домашних колбас – это очень важный принцип. Для того, чтобы избежать брака в виде жирового бульонного отека, контроль температуры крайне необходим на всех этапах составления фарша. Вот, благодаря тому, что я использовал ледяную воду и подмороженный фарш, температура моего фарша не выше 2 градусов. На следующем этапе я переместил фарш в колбасный шприц, у меня 5-литровый вертикальный, и буду набивать колбасную оболочку. В качестве колбасной оболочки я использую обычную коллагеновую колбасную оболочку диаметром 50 мм. Коллаген – это натуральная съедобная колбасная оболочка, она достаточно прочная. Я подготовил несколько заготовок длиной 50 сантиметров. И вот теперь аккуратно буду набивать колбасные батоны. Если у вас нет колбасного шприца, этот этап вы можете спокойно провести, используя колбасную насадку на обычной бытовой мясорубке. Вот таким образом, перевязывая с двух сторон, уплотняя максимально колбасную оболочку, я формирую все батончики. Набив фарш в колбасную оболочку, я делаю перевязку. Перевязка нужна для того, чтобы максимально уплотнить фарш внутри колбасной оболочки, чтобы структура колбасы была плотной. Ну, конечно, вязальчик я еще тот. Но вот как-то вот так вот я его перекручиваю, оборачивая вокруг своей оси ниткой, шнуром колбасным я уплотняю максимально фарш внутри колбасной оболочки. А после этого делаю еще двойную перетяжку. Вот таким образом, перевязав колбасные батоны, я получаю достаточно плотные, хорошо спрессованный фарш внутри колбасной оболочки. Вот посмотрите, друзья, какие симпатичные батончики с полтавской колбаской у меня получились. Сейчас я их часа на 3 подвешу на усадку и отепление, потому что фарш холодный, а после этого проведу тепловую обработку классическую в духовке. Так, первый этап тепловой обработки – это обсушка. Температура в духовке 45-50 градусов. И до температуры внутри 30-35 градусов я буду обсушивать колбасные батончики. Следующий этап – это обжарка. Температура в духовке 80-85 градусов. И довожу до температуры внутри батончика 60 градусов. И заключительный этап – это варка с паром. Поддон с кипятком и довожу до готовности 68 градусов внутри батона. И вот в результате мы получаем вот такое прекрасное изделие. Колбаска приобрела очень такой приятный аппетитный цвет. И сейчас я проведу этап душевания. То есть необходимо поместить горячие батончики в холодную воду, максимально холодную. Эта процедура позволит резко опустить температуру ниже 32 градусов. Это позволяет увеличить сроки хранения варено-копченых колбас.
После душевания колбаска у меня провела ночь в холодильнике, и после этого прошла этап холодного копчения. То есть коптил я при температуре 28 градусов, обычным пассивным дымогенератором, улиткой. Опилки у меня фракция 0,1-0,3 мм ольха. И вот после проветривания вы можете увидеть замечательный результат. Коптил я колбаску вместе с другими изделиями. Тут у меня и окорочка варено-копченые, и ребра свиные варено-копченые. В общем, вот такой ассортимент у меня сегодня вышел из коптилки. Вот сейчас вверху видео появится ссылочка, и там я оставлю вам рецепты на варено-копченые изделия, которые есть у меня на канале. Вы можете посмотреть и варено-копченые окорочка, и свиные ребра. Используя эти рецепты, вы можете приготовить все эти деликатесы своими руками дома у себя на кухне. Вот такая прекрасная варено-копченая колбаска, полтавская. Сегодня у меня получилось. Вот такая прекрасная, просто замечательная домашняя колбаска варено-копченая, полтавская. Сегодня у меня получилось. И вот теперь давайте посмотрим на готовый результат. Эта колбаска после копчения и проветривания провела 3 суток в холодильнике на стабилизации. Она чуть-чуть сбросила свой вес, процентов 5-7, и теперь мы ее отрежем и попробуем. Запах, конечно, легкого копчения у нее просто невероятный. Сейчас самый ответственный момент. Он приятный и волнительный. Вот смотрите, какая красота получилась. Структура плотная, рисунок очень красивый. Разные по размеру фракции фарша сработали просто замечательно. Колбасная оболочка снимается легко. После 3 суток подсушивания в холодильнике при температуре где-то 6-8 градусов и совсем небольшой потери веса, консистенция колбасы стала более такая плотная, упругая. Запах, конечно, стоит невероятный. Ну и на вкус, конечно, эта полтавская колбаска превосходит все ожидания. Очень такой легкий, сбалансированный вкус специй. Посмотрите, какая структура, какой рисунок. Колбаска удалась. Итак, дорогие друзья, колбаса варено-копченая полтавская готова. Если вам понравился этот рецепт, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на канал Food Court. Я буду делиться с вами замечательными рецептами. Оставайтесь на канале, будет много вкусного.